Добрый вечер. В Москве 20 часов, как, собственно, всегда в понедельник, в этот час и в этот день начинается программа «Полный Альбац», как когда-то она начиналась на «Эхо Москвы». Это YouTube-канал Евгения Альбац и портала The New Times. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Вот вы видите тут всякие варианты на экране, и Q-коды, и там, и все остальное. Ставьте лайки или ставьте дизлайки, пишите свои комментарии. Пишите обязательно, откуда вы нас смотрите и как. Это вот очень интересно, потому что совершенно непонятно, по какому принципу российские власти блокируют YouTube. В каких-то местах в одной и той же области блокируют, я не буду называть конкретные районы, а в каких-то местах не блокируют. И вот это все очень, я уже не говорю о России, потому что нас смотрят, я вот последний раз, когда была, я прошлась по комментариям, писали из Южной Африки, из Бразилии, из Португалии, из Камчатки, из Хабаровска, из Волгограда. Ну, просто вот потрясающая совершенно география. И это, конечно, еще говорит, насколько же россияне стали теперь вот такой разбросанной нацией. Нации в изгнании, если хотите, какой-то такой вариант Галута. Ну вот, а сегодня наша программа будет посвящена российской цензуре, и все три моих гостя, а это Андрей Колесников, известный колумнист The New Times. Андрей, добрый день. Добрый день. Алексей Венедиктов, в прошлом главный редактор «Эхо Москвы», а сегодня основатель YouTube-канала «Железный гвоздь», в который у подписчиков уже больше миллиона человек. Алексей, привет. Добрый день. Приятно слышать бывший, не бывший, вернее, а в прошлом. Это очень правильная формулировка. У меня, когда говорят бывший, я начинаю заводиться. В прошлом. Нет, ну нет же другого эха, это, да. Нет, нет, Просто в это же прошлом. Не взяли, бывший, а в украли, прошлом. да, Да, чистоту, да. вот, Это и да, посадили там мародеры. что-то, что я даже не знаю, что это такое там. И третий гость, которого мы сейчас ждем, это Олег Ралдугин. Это главный редактор «Собеседника». И, собственно, события вокруг «Собеседника» стали информационным поводом к этой программе. А именно, что Роскомнадзор отозвал лицензию сайта «Собеседника». Еще раньше печатная версия «Собеседника» перестала выходить. Все эти манипуляции мне очень хорошо известны. Ровно так происходило с New Times, когда сначала нам перекрыли полностью распространение в городах, потом стало невозможно распространять в Москве и в Питере, потому что ликвидировали развалы около метро и заставили распространителей поставить новые киоски, на которых у них не было денег, и они тоже перестали нас выкладывать. Плюс ко всему киоскеры стали вешать табличку, что New Times запрещен правительством Российской Федерации. Но, тем не менее, вешали ровно такую табличку. Так прекратилось распространение. Потом одна типография, потом другая типография отказалась нас печатать. А потом мы вынуждены были уже уйти окончательно только в цифру, на интернет, потому что зарабатывать продажами стало совершенно невозможно. Во всяком случае, у меня это дело не получилось, печатать было негде. Ну, короче, вот так. Так что то, что происходит с собеседником, не очень понятно, но мы все-таки до 24 февраля, точнее, до 5 марта 2022 года New Times проработал, значит, вполне нормально на вебе, в интернете, после чего нас заблокировали. Но учтите, нас можно смотреть, конечно, с VPN, но во многих местах по непонятным для меня причинам вы можете смотреть New Times без всякого VPN. Вы можете его смотреть на телефоне, где идет все постоянная лента, лента новостная идет постоянно, так что везде. Ну вот, я вам отрекламировалась, а теперь вернусь к нашей теме. Так, дорогой Алексей, дорогой Андрей, у нас еще есть несколько новостей на этой неделе, прежде чем мы перейдем к основной теме. И я хотела у вас узнать, что с вашей точки зрения является важнейшей темой недели, ключевым событием недели.
Или что-то, может быть, третье, что я совершенно не заметил. Ну, во-первых, рубль пережил самый резкий обвал с весны 2022 года. За 2 дня он потерял к доллару и юаню 10%. С начала сентября российская валюта ослабла на 20%, с летних максимумов почти на 25%. Одна из причин этого понятна. Введены санкции против Госбанка, Газпромбанка, того самого Газпромбанка, через который шли, значит, валютные обмены, расплаты по российской нефти и газу, и через который шли основные валютные поступления в Россию. И сейчас значит, канал закрыт, и поэтому уйдет какое-то время для того, чтобы восстановить заново какой-то вариант, через который шли бы поступления валюты в страну. Это номер один. Номер два – это то, что российские власти опасаются банк-ран, опасаются, что люди начнут избирать деньги из банков. Отсюда такая высокая учетная ставка 21, 22 уже, по-моему, процента. И, судя по всему, это не предел. И называет еще разные другие варианты. Но очевидно совершенно, что с одной стороны это выгодно правительству, которое получает много рублей и платит, соответственно, в рублях, в том числе контрактникам, в том числе похоронные большие деньги в рублях. Ну вот, с другой стороны, понятно, что инфляция прежде всего ударяет по самым бедным. Вторая тема, которую я, во всяком случае, отметила для себя, это события в Грузии, где 4-й день идут протесты. Президент Грузии Саломе Зорубишвили сегодня заявила, что она будет оставаться президентом Грузии до тех пор, пока не будет сформирован новые выборы, новый парламент, новое правительство. Она говорит, что то, что сформировано, это все Филькина грамота на нечестных выборах. И идут протесты очень жесткие, в ответ на заявление премьер-министра Грузии, что Грузия приостанавливает процесс евроинтеграции до 2028 года, отказывается от всех грантов и так далее. И грузинская оппозиция расценивает это как поворот российской власти в сторону России. Алексей Венедиктов, наш гость, процитировал одного из западных дипломатов в Твиттере, это много обещали, что у Грузии выбор между Украиной и Белоруссией. Это, конечно, страшная ситуация, если это действительно так. Есть ли у вас... И третья тема, которая, собственно, она основная заявлена, это российская цензура. Вообще, что осталось, если что-то осталось на российском медийном рынке? Есть ли у вас какие-то соображения по главным событиям, которые я не заметила, а вы, которые находитесь в Москве, на самом деле обратили значительно большее внимание? Квазипереговорный процесс, который вроде как и не идет, а с другой стороны очень много заявлений разнообразных и встреч в связи с возможными потенциальными уступками или неуступками обеих сторон, с параллельной эскалацией, которая, наверное, идет в том числе и потому, что сторонам нужно повысить свой переговорный вес в какой-то ситуации, когда она актуализируется. Но вряд ли она актуализируется раньше, чем появится Трамп со своими уже, так сказать, четко сформулированными идеями. Так что это такой момент ожидания скорее. Но прямо эта тема очень стала. А есть уже конкретные имена, кто ведут переговоры? Или Нет, только разговоры? не по поводу того, что они ведутся, а по поводу того, что они возможны. Даже Валентина Матвиенко сегодня заявила, что она думает, что в 2025 году, безусловно, начнутся какие-то переговоры, но, конечно, нужно найти формулу, которая была бы не на один день. И вот сегодня же была новость о том, что вице-губернаторов, как обычно это бывает, учили в пансионате «Сенер», и перед ними ставили задачу сформулировать образ победы для работы с аудиториями. То есть и политический блок, конечно, от него не все зависит, но они что-то чувствуют и готовятся к объяснению того, что такое победа, и почему договорились так, а не иначе, и что делать с возвращающимися.
товарищами. Это тоже важный вопрос, там тоже это обсуждалось, как к ним нужно относиться с пониманием, осторожно, с уважением и объяснять гражданам, что такое посттравматический синдром. Вот, это вполне теперь официальная газета «Коммерсант» к вопросу о цензуре, да, она стала сейчас похожа на российскую, но я очень интересно стал читать, потому что они дают информацию вот внутриполитического блока довольно часто, все их заседания разнообразно они освещаются, как если бы они были российской газетой. То есть такая сдвижка произошла, но, тем не менее, читать это любопытно, по крайней мере, с точки зрения такого политического анализа. Спасибо. Алексей Венедиктов. Смотрите, мне кажется, что Андрей правильно нащупал главное событие, но это не событие, он говорит, это процесс, а было событие. Есть публичные изменения украинской позиции по переговорам, которую озвучил на сей раз не какой-то депутат, там, не даже глава администрации, офиса президента, а сам президент Зеленский. Если до прошлой недели, там, до 2 недель тому назад он говорил, что мы не будем вести переговоры до тех пор, пока мы не выйдем на границы 91 года. Потом возникла другая ситуация, когда было сказано 2 недели назад, что хотя бы 24 февраля 2022 года, да, и вот сейчас уже, буквально сегодня на пресс-конференции, да, с шуточками и прибауточками, но тем не менее, значит, речь идет о том, что мы говорим о том, говорит Зеленский, да, что вот условием начала переговора это гарантии того, что мы будем получать вооружение, уйдем под зонтик НАТО. Замечу я, он не говорит, что мы вступим в НАТО. Он сказал под зонтик НАТО. Он использовал слово парасолька. Поэтому зацепился ухом за красивое украинское слово. Это значительное, на мой взгляд, изменение украинской позиции в сторону возможных переговоров. Конечно же, это из того, что американская администрация будущая уже какие-то наметки там через своих представителей делает публично. Насколько я знаю, пока не публично ничего не происходит, и это нельзя. Для американской администрации они не могут начинать работу до 20 января. Просто нельзя. У нас эту работу 4 года тому назад, нет, 8 лет тому назад начал генерал Майкл Флинн, стал встречаться с российским послом, будучи членом переходной команды. И Трамп вынужден был его уволить. Они ничего не делают, они только заявляют. Это первая позиция. Вторая позиция – это, безусловно, международный ордер на Нетаньяху. Вернее, не сам ордер, а то, как страны западные начали разваливаться по отношению к этому ордеру и к МУСу. Какие-то страны говорят, да, мы исполним, там, пусть только попробуют приехать, другие страны говорят, мы не будем это исполнять, только попробуйте, я имею в виду европейские страны, которые подписали Римский статут, то есть которые являются членами, вот, признающими МУС, не США, а вот европейские страны, Великобритания, Франция, Италия, Испания и так далее, занимают разные позиции. И это грандиозный удар по международной юридической такой системе, потому что понятно, что в этом решении много политического, а не юридического. Да? И поэтому отношение такое у политиков разных стран, у президентов, у премьер-министров разное. У них разная политика в стране, поэтому и отношения разные. Мне кажется, что это будет иметь очень токсичный, долгий след, если можно не исполнять решения МУСа даже странам, Международного уголовного суда, которые подписали Римский статут по отношению к Нетаньяху, но можно и по отношению к другим на том же основании. Да, вот здесь гуляем, а здесь не гуляем. Так не получится. И это важный Это было же и раньше. М? Алексей, это было раньше, когда Путин приехал в Монголию. Монголия, которая подписала Римский статут, по идее, должна была его арестовать. Но она не арестовала. Но Поэтому... это было, да, но здесь, я бы сказал, союзники Украины, которые едины были в том, что если Путин прилетит, те же французы, те же англичане, те же голландцы, те же греки, да, мы его будем задерживать. А здесь нет. А здесь нет. Просто по-разному. Франция сначала сказала «да». Я специально прослушал длинную пресс-конференцию министра иностранных дел Франции вот про свободу прессы. Вот журналист давит, но вы его арестуете. Но вот если самолет Путина сядет, про Путина сядет, не про Нетаньяху, вы его арестуете? Ну, говорит он, да, наверное, надо, мы исполняем. Говорит, а Нетаньяху, говорит он, тогда, если его самолет сядет, вы знаете, и вот это все изливание, это просто развал, на мой взгляд,
той международной юридической системы, которая после Второй мировой войны начала выстраиваться медленно-медленно, завоевала авторитет трибунала по Югославии, трибунала при Руанду, по Судану и так далее. Это очень печальная история, но поскольку решение на этот ордер, скорее, я не видел запроса, конечно, это Южная Африка внесла запрос по Нетаньяху, но оно явно носит отчетливо политический характер, а не юридический. Ну, тогда можно сказать, и по Путину политический характер, а что такого? Вот, мне кажется, эти два события, изменение украинской позиции публичной и последствия ордера по Нетаньяху, последствия, а не сам ордер, это очень важные события, которые будут иметь долгоиграющую роль. Вот не кончится на этой неделе, что называется. Не случилось. Концовка не случилась. Ни один из вас не упомянул Сирию, где так называемые повстанцы, на самом деле радикальные исламисты, взяли Алеппо, подошли к Хаме, туда выдвинулись лояльные Асаду войска. Сегодня Асад встречался с министром обороны Ирана. Но ситуация там такая, как российские бомбардировщики отбомбились по Хаме и по Алеппо. Жень, я не вижу, понимаешь, там идет некая военная история, которая нам не хватает информации. Это раз. Во-вторых, ну, если Госдеп США растерялся, то растерялись все. Потому что, с одной стороны, понятно, что Асад – это диктатор и кровавый диктатор, который свое население там и бомбил, и мирное население, не только повстанцы. С другой стороны, идут эти ребята, которые были в Аль-Каиде, да, в исламском джихаде, которые они придут, и что будет? Да? И вот не дай бог выбирать. И я знаю очень многих людей, которые знают, конечно, Восток на порядке лучше, чем я, они тоже растеряны. Потому что мы привыкли в войне России с Украиной занимать сторону. Это справедливо, это несправедливо. Вот правильно такая концовка военных действий России и Украины, она будет справедливая, вот такая, да, и вот такая. А там как? А что там справедливого? Жаба Гадюкинг? Может, Андрей лучше знает, но у меня вот так, я так это растерян неко. По последствиям. Будет очередной Ирак, будет очередная Ливия, теперь будет очередная Сирия. Ну, развал всего Среднего Востока и Ближнего. И там, как Израиль в этом окружении, Асад обратился к Израилю, вы знаете? Ну да. Ну, потому что стабильно же. Вот на границе между Израилем и Сирией, значит, стоят, голландские высоты, да, стоят международные войска, вот Ливан там, кипиш на границе, Газа, кипиш на границе, а там все спокойненько, удивительная благодать, надежненько. Вот, а сейчас-то что будет, когда придут джихадисты, аль-каидовцы? Это же они идут. Может, Андрей скажет лучше, я не знаю. Только Израиль спасти, какой там Путин уже не может. Получилось так, что Путин потерпел в определенном смысле поражение в Сирии. Заморозил конфликт, значит, навел порядок, оказывается, он легко размораживается, сравнительно легко, естественно. В результате возникает действительно невероятный совершенно хаос, который вообще отличает любой сейчас конфликт, любую горячую точку на планете или теплую точку. И здесь и Турция, здесь и Россия играет, и Штаты, и курды здесь, и кого там только нет. Разобраться невозможно, действительно занять сторону чрезвычайно сложно, в том числе как бы российской. У Российской Федерации есть Асад, пожалуйста, да, сторона, тут есть какой-то такой бенчмарк, что называется, но хаос потрясающий, и оказывается, Путин может проигрывать. Сколько было пропагандистских радостей вокруг сирийской кампании, и она была такой разминкой, как выяснилось, перед тем, что произошло, в том числе в феврале 2022 года, а там не получилось. Может быть, эта армия не такая, как бы, так сказать, сильная, как казалось. Возникает сомнение. Хотя я думаю, что нашему общественному мнению, общественному сознанию сейчас не до Сирии. Абсолютно все равно, что там происходит. В конце концов, действительно, вот первая вот эта новость про рубль, я думаю, она перекрывает все другие новости для российского человека. Американские СМИ сообщают, что люди из окружения Трампа заявляют, что Соединенные Штаты вообще уйдут из Сирии, что там им совершенно делать нечего, и вполне готовы переложить все это на Турцию, на Эрдогана.
Ну вот, к нам подсоединился Олег Ралдугин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, спасибо вам, что вы к нам присоединились. Вопрос. Значит, Роскомнадзор отозвал лицензию у сайта газета «Собеседник». Вот объясните, пожалуйста, это какое-то новое качество или это продолжение процесса? Поясните, пожалуйста. Это на самом деле, наверное, ни то, ни другое, это какая-то большая загадка. Сайт был заблокирован, уже заблокирован в России. Более того, после признания у собеседник медиа иностранным агентом, сайт был просто закрыт для просмотра пользователей. То есть простые пользователи интернета не могли зайти туда и посмотреть. Даже я не мог туда зайти с паролем. Просто наши компьютерчики закрыли на всякий случай, чтобы не было каких-то провокаций, не было взломов сайта, там не мог кто-то что-то разместить без соответствующей пометки. И на вот этот период он был закрыт. То есть необходимости его отнимать лицензию не было никакой. Что происходило вообще вокруг этого сайта? Он был заблокирован с начала 6 марта 2022 года. Тогда были выходные дни, да, большие праздники 8-мартовские. И мы сначала думали, какая-то хакерская атака. Мы не можем зайти на сайт, не можем. Потом появилась заглушка, что сайт закрыт по решению Генеральной прокуратуры. Со ссылкой на известный какой-то закон, что должен быть заблокирован сайт такой-то, вообще сайт какой-то абсолютно левый, и все похожие сайты. Причем степень похожести нигде никакие критерии не определялись. Все это делается в ручном режиме, и до сих пор у нас происходит обжалование вот того решения 2022 года Генеральной прокуратуры. В октябре этого года я дошел уже до Верховного суда, который, разумеется, подтвердил все решения предстоящих инстанций о том, что да, все законно, все процедуры соблюдены, хотя не была соблюдена ни одна процедура. То есть там должна была Генеральная прокуратура сделать скриншоты, отправить их в Роскомнадзор, потом Роскомнадзор в соответствии с этим принимать соответствующее решение о блокировке. Ничего этого сделано не было, ни одного доказательства Генеральной прокуратуры. Более того, ни одной ссылки ни на одну статью, согласно которой, по версии Генпрокуратуры, наши публикации нарушали какое-то законодательство и побуждали к населению, к массовым беспорядкам. Такая там формулировка была. Ни одной ссылки ни на одну статью представителям прокуратуры в принципе предоставлено в суде не было. Несмотря на это, что ни поводов не было, ни процедура не была соблюдена. Все инстанции подтвердили решение Генеральной прокуратуры, именно потому что это Генеральная прокуратура. И в настоящий момент готовятся документы о направлении Комитета о правам человека. Комитет дали комиссию, вот сейчас уже не помню. Поскольку Европейский суд у нас сейчас немножко в стороне, и вот он фактически является сегодня единственным таким международным арбитром, который Россия пока еще признает в качестве какого-то юридического аргумента в отношении себя. И смысла блокировать сайт, который так не работал, формально не было никакого абсолютно. Но, как признавали сами представители Роскомнадзора, которых, честно говоря, очень жалко, потому что вот очень большая сейчас текучка кадров в РКН, именно юристов. Олег, я прямо расплакалась. Не. На самом деле все это очень серьезно, потому что люди уходят, потому что многим из них просто стыдно заниматься тем, чем они сейчас занимаются. Просто люди приходят и говорят, нас вынуждают придумывать какие-то аргументы для того, чтобы выполнить предписания, данные, прежде всего, даже не руководством Роскомнадзора, а прокуратуры. И люди увольняются, многие по этим причинам. В основном ходят студенты, практиканты или кто-то такой, который даже не видели материалов дела, приходя в суд на судебное заседание. А многие действительно профессионалы уходят. Несколько человек, в частности, по нашему делу наблюдалось, в коридорах приходилось общаться
с людьми, да. После 2014 года, по их разговорам, началось изменение. До 2014 года работать было, ну, и не стыдно, и интересно им, во всяком случае, по их словам. И по вот этому последнему решению, по нашему сайту, то есть изначально-то версия была такая, что сайт надо закрыть, потому что он не обновляется. И в процессе уже там несколько версий совершенно поменялось, по каким можно закрыть. То, что, потому что только под VPN его можно смотреть, потом решили, что под VPN тоже можно, а давайте еще по какой-нибудь причине закроем. Вот придумали, что он, оказывается, не массовый, хотя некоторые наши публикации собирали по миллион, полтора и даже по 2 миллиона просмотров. Ну, не каждая публикация, там, Russia Today или чего-то там, Соловьев Лайф набирает такое количество. Олег, скажите, пожалуйста, а когда последний раз вышел ваш бумажный номер? Бумажный номер вышел в первой половине сентября, дату уже не могу сказать. И вот вы их В выпускали, числа не 9. принципиально, значит, первая половина сентября. Да. У вас появлялись эти замечательные обложки и с Алешей Навальным, когда он еще был живой, не убитый, и интервью было с Ильей Яшиным. И, честно сказать, мы все, кто сидел в эмиграции, сидит, просто совершенно вытаращивали глаза и думали, как это может быть. Либо мы что-то неплохо понимаем, как работает российская цензура, либо, ну, мне что пришло в голову, что это вариант, как когда-то товарищ Сталин позвал к себе Константина Симонова и предложил ему выпускать литературную газету в 1948 году. И Константин Симонов, значит, спросил его, а зачем, собственно? А товарищ Сталин ему ответил, что там бурлит в котле, и надо периодически снимать крышечку, отодвигать крышечку, чтобы пар выходил. И вот у меня было только такое объяснение, что собеседник с вашими замечательными интервью и обложками и так далее продолжает выходить, потому что Кремль решил, что надо иметь какой-то вариант литературной газеты. У вас есть объяснение, почему? Или есть другой, конечно, вариант, что у вас была крыша в листце какого-нибудь Ковальчука, Чемизова, Кириенко или выберите важное, и это позволяло вам выходить. Мы тоже вот на протяжении долгого времени пытались понять, почему нас не закрывают, или почему... То есть психологически, ну даже не психологически, наверное, а интеллектуально мы были готовы к тому, что нас закроют рано или поздно. То есть мы еще когда после того, как у нас заблокировали сайт, мы, собственно, и арестовали вот, то есть первый номер, который мы после начала боевых действий выпустили, он был арестован, и все предыдущие номера были в киосках и на Почте России конфискованы. Мы тоже собрались, и, собственно говоря, вставал вопрос о закрытии, то, что нет смысла продолжать работать, нас все равно закроют. То есть мы были готовы к этому, но все равно вот это вот сентябрьское решение, оно было неожиданно, несмотря на нашу общую готовность. И все это время, да, мы задавались себе вопросом, почему не закрывают. Первое время, наверное, ну, если вот сравнить номера, которые выходили в 2022 году, они интенционно, они все-таки сильно отличались от того, что мы стали выпускать немного позднее. Там и спикеры были более острые, там уже появились у нас и иностранные агенты, и политзаключенные, которые стали массово появляться в России. И темы стали подниматься более острые. Но первоначально мы, на самом деле, старались не затрагивать, либо затрагивали так косвенно, там, экономика, да, как это ударять по экономике, ну, отчасти там урезание каких-то социальных прав, а потом уже появилась там хроника событий, коротко описывалась, там, кого задержали, за что. Потом это все немножко ширилось, не закрывали. Наверное, какая-то крыша, наверное, им все-таки, может быть, была, о которой мы не знаем. Не то чтобы крыша, А но... вам звонки были? Нет, звонки Вам не были. звонили? За то время, что я главный редактор, я ни с кем из чиновничьего аппарата какого-либо уровня не общался вообще. Мгм. Но
Что я хочу сказать? По законодательству российскому есть определенное количество упоминаний иностранного агента без соответствующей пометки в тексте, после которого следует лишение лицензии. А, Их два в течение года. Не календарного, а года вообще. Вот в течение 12 месяцев после первого нарушения, там, если второе нарушение соответствующее, то чиновники имеют право лишить свидетельства о регистрации. У нас их было 3 в течение года. В течение там 8, по-моему, месяцев. Не, ну, 10. Ну, не важно, то есть даже не 2. 2 было в течение полугода. Тем не менее, нас не закрывали. То есть, наверное, кто-то был все-таки заинтересован в том, что мы продолжали выходить. Не думаю на самом деле, что речь идет о выпуске какого-то пара, потому что по сравнению с более массовыми газетами, тем более по сравнению с телевидением и всем прочим, газета «Собеседник» была настолько популярной и известной. Более того, там многие люди после выпуска, вот то, что мы выпустили после смерти Навального с обложкой, и который тоже был арестован, после которого приходили соответствующие органы на беседу к нам в редакцию. Многие люди приходили и писали, звонили, рассказывая, что они впервые узнали о том, что такая газета в России существует. Если бы не было арестов газеты и прочей шумихи, они бы до сих пор об этом не знали. Олег, скажите, пожалуйста, вы вряд ли, у вас рекламы не было, правильно? Нет, не было. Нет. Значит, сколько стоит печатание ежедневного издания, я примерно себе представляю. Это вполне существенные деньги, и дизайн, и зарплаты, и так далее. Значит, у вас, соответственно, были спонсоры. Кто-то не боялся вам давать денег. Так я Спонсоры понимаю, что в были... России сейчас существует 2 основных человека, которые не боятся давать денег по тем или иным причинам. Это господин Чемизов, глава Ростеха, и это господин Абрамович вместе с господином Юмашевым. Возможно, есть какие-то еще другие варианты, но это то, что мне приходилось слышать, потому что все остальные, кто, а я, в общем, примерно знаю всех, кто когда-то помогал российской оппозиции, они уже сейчас находятся за пределами России, многие из них лишились своих активов, своих заводов и пароходов. Как, вы не обязаны называть имена, но мне просто интересно, как вы выкручивались? Нет, спонсоров у нас не было. У нас спонсором были мы сами, поскольку за это время у нас сильно порезались зарплаты. Вдвое уменьшился коллектив, фактически. Мы отказались от большого количества помещений, в конце концов мы остались в нескольких кабинетах. Основные затраты, это, конечно, была типография, которая периодически поднимала нам расценки, и распространение, которое отказывалось брать то количество экземпляров, которые люди бы купили, потому что, собственно говоря, от распространителя мы говорим, давайте мы, ну, вот это, потому что мы знаем, Все что проходили, да. их нет. Нет. Угу. Поэтому в конечном итоге от там 150 экземпляров тиража мы из-за невозможности поиска денег, 150 из экземпляров или отсутствия 150 тысяч? от 150 тысяч, да, то есть ну, практически втрое пришлось сократиться. Просто мы нам не давали возможность реализовывать газеты. Это все равно миллион практически за типографию. Больше. Даже больше. Даже больше, да. Мгм. И, соответственно, наша газета была самой дорогой на тот момент газетой в России. Газеты. То есть, если мы берем там российская газета, которая стоила 19 рублей, там «Комсомольская правда» 30-40, нас продавали от 80 рублей. То есть в регионах, в дальних, до Дальнего Востока, там 150-200. Люди все равно покупали, газет все равно не было.
Это был наш единственный источник дохода. И что, эти продажи покрывали вам расходы? Отчасти, да, у нас были периоды, когда мы не могли рассчитаться по зарплате перед коллективом. Потом какие-то нам удавалось куда-то там у нас же просто кроме собеседника, самого вот хедлайнера, у нас это издательский дом, там была еще куча изданий. Это там «Желтая газета», куча кроссвордных изданий, филворды и, допустим, там, по-моему, в Тульскую область там пришел или в Рязанскую, Ивановскую, куда-то вот в эту часть пришел там. А дайте нам там дополнительно 7 тысяч тиража вот кроссвордов для торговых сетей. А вот эти издания нас поддерживали. А мы их не делали сами, они у нас были на аутсорсинге, Ну, но понятно. помогало как-то выживать. Сателлиты, которые, да, это Да, понятно. ну речь именно идет о выживании. Мгм. И я хочу сказать больше, что если бы не решение о признании собеседник медиа иностранным агентом, мы протянули бы, ну, наверное, месяц. То есть я так полагаю, что власти ждали, что перекрывая нам финансовые какие-то возможности для зарабатывания денег, существования, мы загнемся сами. Вот не дождались. Ну, Ну да, подушку положили на слегка не лицо и хватило вдавили. терпения. Понятно. Андрей и Алексей, к вам вопрос. Вот вы слышали сейчас рассказ Олега Ралдугина. Вот объясните мне, как вы это понимаете? Какова логика действий власти? Вот чем у них в руках абсолютный контроль? В чем был смысл? Остался ну, относительно небольшое издание. И тем не менее они его в конце концов убили. Вот в чем логика власти? Зачем? Кто из вас начнет? Давайте, Алексей, с вас начнем. Давайте. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, в Политбюро наивных нет. В Кремле наивных нет. И когда мне расскажут, что кто-то там вдруг рассердился и принял какое-то решение на коленке, которое вписывается в общую структуру, я не верю. Значит, мы видим уже по прошествии 3 лет как минимум, да, с начала военных действий, скажем, что в условиях военных действий власть абсолютно понятным образом, когда потом смотришь, правда, делает шаги по цензурированию мнений, да, информации и так далее. Собственно говоря, первый шаг был сделан, и теперь-то я это знаю, тогда я догадывался, почему одновременно закрыли, скажем, Новую газету, Эхо Москвы и Дождь. Небольшое И распространение. Нью Таймс. Да, New Times, По конечно, этим же сайт. одним указом. Да. Я просто помню, что бумага уже не выходила. И там было Мгм. еще несколько сайтов. Я тебе отвечу, да, New Times туда вписывается. Да, это начало марта, совершенно верно, 22 года. И скажу почему. Потому что я потом разговаривал, и мне было просто сказано: ребята, вас слушают, читают и смотрят люди, принимающие решения. Это не толпы народа, это не электоральный ресурс. Да? Вы смущаете губернаторов, вы смущаете депутатов, вы смущаете министров, которые вам верят, доверяют. И все эти там предыдущие 30 лет, они вас там читали, смотрели, слушали и так далее. Вот нужно было немедленно, чтобы не было смущения в головах лиц, которые принимали решения. Потому что такое эхо Москвы? Там 1 миллион в Москве и плюс 3 в стране. Ну ничего. Да? Ну, Дождь, ну что такое? Ну, Новая газета. Ну по количеству. А по качеству аудитории вот это надо было задавить. Это первая история. Да, и она так вот и произошла, и ничего спасти не могло, потому что они знали, это решение было принято, чтобы вы понимали, за 2 недели до начала военных действий, что бы мы ни делали. Хоть музыкальное радио делали. Вторая история заключается, пусть простит меня Олег, я тоже над этим очень много думал. Значит, власть сейчас уже в ходе движения, военного движения и ситуации в стране реагирует на угрозы. Если ей кажется, что возникает какая-то угроза, она на нее реагирует. Они садятся, думают, так, значит, собеседник стал угрозой какой? Собеседник воспринимался, это вопрос восприятия, это не вопрос там, как на самом деле, да, правда в глазах смотрящего. Воспринимался как одна из массовых газет. Ну, там может лежит на столе у депутата, может не лежит. Понимаешь, может лежит на столе у министра, может, 150 тысяч, 200 тысяч. Газета и газета такой. Вот. Но когда собеседник стал со своими обложками, да, особенно, еще раз, вот этот год,
24-й имею в виду, да, но и 23-й. К нему повернулись эти люди. Я просто знаю, что люди, которые не читали «Собеседник», я даже записал за Олегом, впервые узнали. Да, впервые узнали. Почему обложка такая? Впервые узнали. Когда про «Собеседник» на них стали ссылаться вот те издания, которые влияют на головы. BBC, значит, «Немецкая волна», извини, New Times, твой канал, уже это обсуждали. Новая газета, которая там, кто-то в изгнании, мы, Эхо, Живой гвоздь. Оказывается, что он начинает переползать из вот этой какой-то полумассовой газеты для людей с улицы. Он начинает попадать в сторону людей, которые влияют на принятие решений. Надо посмотреть, что они там пишут. И они стали в этом смысле угрозой, хотя тираж сократился в 3 раза. Правильно, 50 тысяч. Это другие 50 тысяч. Это те, кто впервые услышал. И кроме того, внутри интернета, естественно, ссылки, перепечатки. Ну, понятно, как это действует. И мне кажется, что вот эта реакция власти, там, в Кремле наивных нет, да, на то, что вот он занимает эту нишу закрытых. Причем, если он в киосках, значит можно. Значит, закон? Нет, ребята. Это как, Олег, не обижайтесь, это как с Надеждой Буяновой. Вот одно дело посадить муниципального депутата или лидера оппозиции, а другое дело взять человека из народа с 68-летним, 40-летним стажем, детскую врачей, сказать, вот, каждый из вас, ну попробуйте, ну вот попробуйте. Это вот эта история про это. «Собеседник» стал популярным совершенно в другой среде, в среде людей, принимающих решения. Это правда, я это знаю, люди мне говорят, что они это смотрели. Я не говорю, читали, смотрели. Значит, надо хлопнуть, потому что это угроза. Главное, чтобы элита не раскалывалась. А здесь все задавлено. Здесь вот люди озабочены рублем, как правильно Андрей сказал, да? А не переговорами с Украиной, а не ответственностью России, а не репарациями, не обменами военнопленных, не политзаключенных. Вот эта история, я думаю, и была тем спусковым крючком. Он просто повторил, Олег повторил тот путь, который ты прошла, Женя, который я прошел, который Наташа Синдеева прошла или Дима Муратов прошел. А уж когда Дима Муратов вручает «Новая газета» премию журналистскую Камертон как брату, да, твою ж ёшкин кот. Так это же просто, извините, Олег, «Новая газета», только это же вот это... А мы что ее закрывали 2,5 года назад? Хлоп! Это важная история. И если кто-то на эту нишу опять зайдет, его хлопнут. Не на массовую, а вот на этих. Мне кажется так. Извините за долгое... Спасибо. Андрей Колесников, какое ваше понимание вот этих движений власти? И можно ли мы говорить о том, что идет на наших глазах вот с закрытием «Собеседника» это дальнейшая эволюция режима? Вот я бы подхватил последнюю фразу, да, что это тот каток, который не останавливается, становится технически более широким, который становится более жестоким. Это касается не только медиа, это касается вообще прав человека в Российской Федерации. Это эволюция в плохую сторону. Она происходит иногда скачкообразно, иногда просто медленно. Реверсивного движения практически нет, но иногда просто медленно движется этот каток, и возникает впечатление такой, нормальности, да, и для людей это тоже очень важное ощущение. Вот новая нормальность, так живем и живем, ничего страшного, принюхиваемся. А с другой стороны, этот каток не может уничтожить все сразу, все одномоментно, и заметить какую-то траву, пробивающуюся из-под асфальта, это тоже не всегда он ее замечает. Иногда здесь, безусловно, можно и нужно, раз мы занимаемся все-таки еще какими-то остатками профессии, действовать в логике, а что, так можно было? Можно попробовать. Может не получиться. Могут прихлопнуть спустя какое-то время. Могут еще что-то такое потерпеть. А в силу хаотизации вот этой репрессивной машины, когда они конкурируют между собой, за полномочия репрессивные, то там нежелательная организация объявляет то прокуратуру, то Минюст, они сами уже не понимают в своем законодательстве, кто из них чего делает. И в каком, собственно, порядке, в каких реестрах. Страшная путаница. Нам, иноагентам, этого не знать.
на своей, так сказать, шкуре. Вот иногда стоит пробовать просто что-то делать. Есть Телеграм, да, люди ведут телеграм-каналы, издания, которые как бы закрыты, они на самом деле существуют в телеграм-канале, они существуют в Ютьюбе, у них есть, так сказать, даже новая газета, у них есть YouTube-канал, у них есть сайт никто не запрещает держать, вот сайт, а там какие-то вот тексты появляются, но это не медиа. На бумаге гениальная была, так сказать, когда-то задумка тех, кто писал закон о печати. 999 экземпляров можно напечатать. Ну, что, на буклет напечатал, а кому какое дело? И вдруг продал его. И вдруг он начинает читать. И это важные такие вот какие-то в этой системе лакуны, дыры, которые можно использовать. Можно занимать гражданскую позицию в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Хотя, возможно, смешно об этом говорить, но есть статья 29 про свободу слова. Цензура запрещена, написано там. Ну и что, собственно, военное время, кто сказал, что это война? Это специальная военная операция вообще-то. Еще никто официального статуса не снял. Так что Конституция должна действовать. В общем, надо работать, а там будет видно. Андрюша, на какие деньги можно работать? Ну вот, предположим, ты завтра решишь открыть издание, я тебе передаю, значит, права на New Times и говорю, давай, Андрюха. А на какие деньги это можно делать в России? Кто? Значит, рекламы, мы все тут, все присутствующие иностранные агенты. Значит, нам не имеют права давать иностранную рекламу, да? Каким образом это тогда? Распространение невозможно, да? Сайт заблокирован. И вот я, честно говоря, даже теряюсь. А как? Или просто я не знаю того, что происходит в России. Вы видите, что, я не знаю, может быть, не в Москве, а в провинции продолжают функционировать издания, которые очень, может быть, не лезут в федеральную повестку, но вполне откровенно пишут о том, что происходит на местах. Так было и в советское время, когда были там более-менее приличные какие-то местные издания, которые хотя бы там боролись с сельсоветами и, значит, ну, с райкомом партии это было уже тяжело, но там с какими-то директорами заводов. Что-нибудь есть сейчас? Вероятно, что-то есть, но в данном случае я думаю, что на этот вопрос я ответить не смогу. Жизнь Да. тяжелая. Олег, а вы знаете, есть что-то вот, ну у вас же все-таки у вас большой холдинг, рядом с вами «Комсомольская правда», которая когда-то была вашей прамамкой или там прабабушкой, я уже не знаю, какие у вас отношения. Есть что-нибудь, вы видите что-то в Москве, в Питере или в больших городах, или в маленьких, что какая-то еще живая пресса существует? Прессы нет. Нет вообще. Во всяком случае, не осталось. На федеральном уровне точно, на региональном. Если мы говорим о печатной продукции, то нет. А журналы, вот всякие эти гламурные журналы, кстати, они выходят? Когда-то Esquire был вполне себе политическим изданием. Не совсем ко мне. Вчера буквально вышел сериал новый с Евгением Цыгановым по сценарию Минаева, как раз про историю Esquire отчасти, про гламур. Мгм. Как выживают Мгм. гламурные издания после 22 года. Мгм. Но это, честно говоря, это не То есть вы это не моя видите? литература. Да, я понимаю, вы этого не видите. Я этого не А вижу. что в киосках продают? В В газетных? киосках продают, в газетных киосках кофе, сувениры, Ага. всякие игрушки. Иногда можно, да, какие-то газеты встретить, но это прежде всего «Комсомольская правда», «Российская газета», «Аргументы и факты», кроссворды, женские, ну, не гламурные, такие дешевые А достаточно. «Известия» выходит? Известия, Выходит. сложно сказать, да, выходят, но они, скажем, не в первом ряду выкладки, но Мгм. выходят. Понятно. Спасибо. Алексей Венедиктов, вот Ой, а я... можно я дополню по Да, линейке конечно. государственных Да, газет? Просто это, да. поскольку это наблюдение. Значит, Ага. их же еще дают во всяком транспорте, который далеко едет.
и в этом самом Чего дают? газеты. Ага, Именно так, газеты на бумаге, вот отпечатанные. То, так. что раньше называлось газетами. И иногда что-то лежит в кафе и ресторанах, нечто. Ну, что лежит? Вот совсем центровых кафе и ресторанах, где такая публика, так сказать, с чеком большим, там лежат ведомости «Коммерсант» по старой памяти, Ага. которые сильно испорчены. Ведомости давно испорчены, «Коммерсант» портится на глазах, к сожалению. Хотя есть информация А там определенная. Бутрин остался, кстати, или Нет, ушел уже? там его нету. А, Статей нету, по крайней мере. Вот. ага. А раздают более широким этим самым жестом, и никто не берет. Во всяком случае, в поездах вот это вот я замечал. Российская газета, парламентская газета, извиняюсь за выражение, «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты». Вот это набор, значит, такого коллективного Фелькишер-Беобахтер. Пусть не обижаются, они это сделали. Они уже довели. Мгм. Там много знакомых, друзей, бывших коллег, так сказать, но они сделали то, что они сделали. Есть чуть сбоку газета «Независимая», которая читает дипломатический корпус в основном. Мгм. Почему-то. Вот, там какие-то, очевидно, они ждут какой-то инсайт, может, от Ремчукова или что-то в этом роде. Все. Это проблема в том, что это печать, как бы вырубаются леса, и используется бумага и типографская краска совершенно, не знаю. Конечно, у них есть там свои данные, сколько у них там покупается, распространяется, но я не видел, это не репрезентативно, да, я не видел, чтобы их брали, покупали, даже брали бы бесплатно. Даже «Коммерсант». Понятно. Что добавить? Алексей Венедиктов, а вот скажите мне, пожалуйста, а вы что читаете? Или вы перестали читать эти издания? О, я читаю журнал «Дилетант», который пока Так, выходит. И мы уже так. в этом году считали, что нам нужно его приостанавливать или выходить раз в 2 месяца, потому что экономически очень трудно выживать. Значит, надо понимать, что хорошая бумага, хорошая краска, она растет, и распространение растет, и типография растет. Вот я слышал Олега, и все это прохожу. Но на самом деле я пользуюсь как-то несуществующим в России Твиттером, он же Иксом, где Мгм. всякое издание имеет свою ленту. И если я вижу, что какая-то статья в том же «Коммерсанте», да, или в «Ведомостях», или в «Московском комсомольце», или где-то еще, она как-то задевает или что-то, я ее уже начинаю искать на сайтах. Уже на российских сайтах, потому что у всех изданий есть какие-никакие сайты. То есть, Мгм. собственно говоря, я газету не разворачиваю. И даже вот в Мгм. Сапсане, Андрей об этом упоминал, когда тебе предлагают, не-не-не, я посмотрю в телефоне, интересно, в «Ведомостях», там чего-то Дерипаска дал интервью, что все накрылось медным тазом, или наоборот, все хоккей. И ты открываешь, подписываешься и начинаешь его читать. Я, хотя человек бумажный, и, собственно, «Дилетант» бумажный, я его читаю, я Мгм. ухожу ровно через соцсети, не как ссылки, а как там надо прочитать. А вот здесь интересно. А тут интервью дали. Вот так я действую. Я газеты, бумага, нет. Вот как раз, когда есть какой-то там журнал, там Андрей имеет отношение тоже к изданию «Горби», который делается, да, я тоже имею Мгм. отношение, хотя мы не иноагенты, мы не учредители, не редакторы и так далее. Вот, но я читаю в бумаге с удовольствием, понимаешь? Но их 999 экземпляров, и когда я по хитрости предложил, давайте сделаем 999, а потом еще 999, мы сказали, ты что? За нами ходят и смотрят. За Ну, нами Горби — ходят. это в основном исторические материалы, да? Нет, это Нет. не. Горби — это так называемый, Андрей, может лучше сказать, журнал нового мышления. Это действительно часть архивная, потому что идет работа с архивом Горбачева, и там совершенно фантастические документы достаем, просто и публикуем, просто это они публикуют, там это ищем, предлагаем. Вот. Но там есть статьи, там, например, несколько статей, которые о нынешней ситуации в России, посттравматический синдром, Левада-центр, который иностранный агент, публикует там не мониторинг, а исследование. Объясняет, Мгм. да, почти в каждом номере. Саша Архангельский, там очень много литературоведческих таких вещей, вот. Но это, конечно, такое издание, оно
Оно вот станет на полку и на века. Хватаю номер, убегаю сразу, никому не даю. Но это бумага, это вот это на 1000 человек, понимаешь? Это вот на 1000 человек. Все. И поэтому, ну, естественно, есть сайт, там что-то еще, но я могу сказать, что бумага будет в России сокращаться по разным причинам. Цензура, первое. Цена, второе. И изменение потребления, третье. И здесь мы, к сожалению, приходим к главной теме о том, что соцсети, которые казались бы таким глотком кислорода, да, они на самом деле, как правильно сказал наш товарищ с Андреем Илон Маск, теперь вы все гражданские журналисты, у кого есть аккаунт. Понимаешь, да, вот человек сидит, несет пургу просто, или просто ругает, матом. Вот у него аккаунт, где он каждый день поливает кого-нибудь матом. А он гражданский журналист. И это гораздо опаснее на потом для журналистики, для информирования, для просвещения, даже для развлечения, чем все эти вот сирийская война, российско-украинская война, ближневостайваньская война, потому что это отравляет, это токсично. Люди начинают верить, поскольку люди верят, да, веры очень много, они верят в то, что вот это так правильно, да, не скептически, это разрушает скепсис. И поэтому я просто хочу вот сегодня, поскольку сегодня премия редколлегии была дана, да, то сегодня вот в этом из 4 изданий, посвященных про бизнес-банку, ФБК и так далее, был там, значит, Кац, ответ Кацу, значит, Заякин и Тибел, они дали старомодной журналистике Тибел. Это очень важно. Это очень важно. Она, может, тоже там, что-то они там не дали, не важно. Она абсолютно, вот журналистика старомодная. Все проверено. Прекрасная работа была. А? Прекрасная работа Белл была, да. И я просто вторыми хотел, источниками. Да? Но таких очень мало. Таких мало. Я смотрю, опять же, те же номинации, одни и те же имена, 2 десятка, 3 десятка. И это все. И это все. Ну, там еще есть личность контролера. Ладно, не будем об этом. Да, конечно, конечно, нет. Но все равно, ты понимаешь? Ну, возьми любую премию, посмотри любую премию, она Пулитцеровскую премию, они тоже сжимаются. Они же не берут, тут кто-то пошутил, что следующую какую-нибудь международную премию дадут вот этот слив этого Матуса. Ну вот, я имею в виду Невзлингейта. Я говорю, что, Матусу дадим премию? Чего, вот же автор, кому давать-то? Не тем, кто просто прочитал и публиковал, давайте дадим контрактору ФСБ. Да? Это новое в информационной политике, новое. Бороться очень трудно с этим. Ты знаешь, вот я наблюдаю здесь, в Соединенных Штатах, ну, во-первых, с X, с Твиттера, каждый день уходит примерно 1 миллион человек. Перемещается такая новая социальная сеть Blue Skies. Да. Она пока, на мой вкус, довольно левая, но просто сам факт интересен, что люди начали туда перебираться. Именно уходя от этого. Второе. Я и там, и там. Здесь, очевидно, возникает потребность в нормальных экспертных мнениях. И вот это уже, вот эта твиттер-журналистика, она уходит. Если ты увидишь, если раньше, например, у Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост были прямо твиттер-журналисты, которые делали истории в Твиттере, это сейчас ушло. Потому что люди уже поняли, что в социальных сетях никакой к журналистике это не имеет отношения. Что невозможно проверить факты, что нет второй точки зрения, что высосаны из пальца, что привязывают там, рассказывают про Невзлингейт, а привязывают к нему МБХ и так далее. То есть мы отлично понимаем, что это не журналистика. Это можно как угодно говорить. Мне всегда казалось, что этот citizen journalism, гражданская журналистика, это что-то странное. Так что здесь просто видно, что есть тяга к экспертному мнению. Хорошо, если можно, все-таки вернемся к нашим баранам. Вот, Алексей, я недавно смотрела на «Живом гвозде» очень хорошее ваше интервью с Львом Шлосбергом. Острое очень, и очень острое интервью. При том, что Шлосберг, конечно, его заявления вызвали, значит, много очень неприятных сравнений. Мне пришло в голову раскаяние там отца Дудко или Гамкрилидзе или Краснова, диссидентов, которых, значит, припирали в угол и заставляли публично каяться на телевизоре. Но для него там выбрали, например, Собчак. Но что меня удивило,
То есть не удивило, нет, как раз совершенно не удивило, но просто я не понимаю, как одно с другим сочетается. Вот было ваше очень резкое интервью со Шлосбергом, очень резкие вопросы. Вопросы, за которые бы там собеседник закрыли бы тоже, наверное, сразу. Объясните мне, а почему это позволяется? Вот какова логика этой власти? Я думаю, что здесь главное, я понял, Жень, я над этим думал, конечно. Я думаю, что здесь главное то, что представляет в их понимании для них угрозу сейчас. Ну, что такое 5 миллионов? Вот как эхо, миллион, да? Ну, вряд ли губернаторы и министры смотрят «Живой гвоздь» или там полковники. Ну, там, естественно, распечатки, я знаю, они кладутся, там попадают в какие-то там эти самые, но мы не угроза вот для смущения вот этих людей. Мы не восстановили эту угрозу. У меня другого объяснения на самом деле нет. Потому что ну, я как бы продолжаю очень, правда, редко, как иноагент, общаться с теми людьми, которые называем decision-makers, принимающие решения, да, и вот мы говорим ровно про то, что вы считаете угрозой, да, инфляция угроза, да, а живой гвоздь угроза, да, а Трамп, понимаешь, да, я иду вот от этого. И мне представляется, что вот Андрей сказал, что там сайт «Новой газеты», они угроза, потому что отбили, почки отбили. Не у журналистов, а у тех, ну, не будет там Мантуров вот эту новую, если ему не принесут отдельно какую-то, да, и то вряд ли. Некогда нам, не до того нам было, что называется. И то, что касается нынешней власти, которая сейчас вся вот в этом военно-дипломатическом, я бы сказал, да, историк, внутреннюю политику, все, тут все решили уже, тут надо иногда вот Надежд Буяновых, знаешь, так бум, или Алексеев Гориновых, так бум, да, а здесь все уже, здесь мертвые, ну что это, пусть пятюкают пока, вот как не случилось с Олегом и с собеседником, пока вот эта вот часть, которая казалась бы там где-то, она перетекать стала в это, да, соединение верхов и низов, грубо говоря, по Владимиру Ильичу. Поэтому мне кажется, что история в этом. Но в какой-то момент, когда вот там все происходило, мне говорили, слушай, как только миллион пересечешь, значит, двойной надзор. Вот мы пересекли 1 миллион подписчиков. Ну, двойной надзор. Ну, наверное, двойной надзор. А до миллиона вообще никто нас не замечает. Ну, что там такое? Ну, остатки эхо развалилось, кто-то за границей, кто-то в государственных компаниях, кто-то сменил вообще профессию, ушел на пенсию, вот этот вот живой гвоздь, вот этот огрызок. Да? Поэтому я думаю, я еще раз повторяю, вот, в отличие от Андрея, я хотел бы ему возразить, ему кажется, что они все там сами уж не знают, кто за что отвечает, ничего подобного. Это выстроенная, милитаризированная военно-бюрократическая бюрократия, которая каждая знает, за что отвечает, потому что отвечает собственной задницей этот бюрократ. И как ты знаешь, в любой милитаризированной бюрократии есть начальник, есть подчиненный. И у нас, вот если про суд Олегу, может быть, будет полезно, когда мы отсуживали, да, наше закрытие, приходит генпрокуратура же, представитель генпрокуратуры, Роскомнадзора, и говорит, мы требовали закрытия «Эхо Москвы». Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы написали привести в соответствие с законом их эфир. А у нас в эфире, значит, уже начались военные действия, там, генсек НАТО, Виктория Нуланд, министр информации Украины, все как надо, в общем, да, ну, помимо. И вот эта история в том, что они прекраснейшим образом понимают, как они распределяют ответственность, когда надо перекидывать. Вот случилось там, собеседники, там действительно не одна обложка сдетонировала. Там в какой-то момент они посмотрели, что ж такое-то? А что мы можем? Мы можем просто сайт закрыть или нужно его еще лицензии лишить? А давайте лицензии лишить. Там, чтобы они не восстанавливали уже и чтобы бренда не было, собеседник. А то они возьмут и выпустят сайт там «Собеседник медиа». Нам этого не надо. Вот, это бульдозер. Бульдозер ездит по определенной траектории. И надеяться на то, что они там, сегодня проснулись, вот давайте закроем собеседник, а завтра проснулись, давайте там закроем, не знаю, Комсомольскую правду, нет, такого нет. Алексей, я этого не вижу. Но ведь, вот я приводила уже этот пример, даже товарищ Сталин вполне вурдалак. Понимал, да, вполне понимал, что надо выпускать пар из бурлящего котла. Да. Почему это не понимают чекисты Путина? Потому что котла нет, они не видят его. Где котел? Вот я тебе могу сказать, что да, про выборы, ну, сколько я в Москве много за этим наблюдал, скажем, из Москвы уехало, если судить по биллингам,
а у них это все есть, чтобы было понятно, порядка 350-400 тысяч избирателей, в основном, которые голосовали как? Активных избирателей. Мы помним, что за Алексея Навального проголосовало 627, да, а за Прохорова там 800, условно говоря. Половина уехала. Половина уехала. Какой котел? Где? Вы о чем? А котел, это вот у вас Буянова котел, 68-летняя, или депутат Горинов с туберкулезом у вас котел? Ща. Это не котел. Котел это у вас там бурлит там между там, не знаю, там Кацем, МБХ, ФБК, вот, бурлит. А здесь ничего не бурлит. Здесь сейчас от политики перешли к правозащите те люди, которые в котле. Ну и хорошо. Что, письма, что ли, все изымают? Приходят. Вон Горинов 150 писем получает. Понимаешь, реально. И на них отвечает. Да? Вот правозащиту давать, пока нет угрозы. Будет угроза, будет другое. Понимаешь, и я в этом вижу политику и понимаю, что во главе этой политики стоит человек, которого мы с тобой очень хорошо знаем. Человек очень технологичный, человек очень технологичный, да, Кириенко, имею в виду, да, как идеолог этой политики. Ну вот, он отвечает за внутреннюю политику, это правда, не за всю, но за политическую ее часть. Вот, значит, где-то голос подняли за рамкой, чуть пришибить. А там пусть оно, там нет котла. Там нет котла. И, конечно, военные действия, я должен сказать, но это отдельная тема, чтобы вы понимали, особенно после Курской области, значит, возбудили некое чувство солидарности и патриотизма собственной страны. Тоже надо это понимать. Тоже это надо понимать. То есть не то, чтобы люди вдруг сказали, как это так? Путин, наш Светоч, допустил, чтобы впервые после Второй мировой войны иностранный сапог топтал российскую землю. Нет. Нет, не так, потому что в Москву, в том числе и в Москву, приходят оттуда беженцы, потерявшие все. Да? Нет Путина в этих разговорах. Есть вот люди, которые потеряли все и бегут с территории России в территорию России. Это вопрос восприятия, еще раз повторяю. А он выходит и говорит, я же вам говорил, что они собирались на нас напасть. Это же была история, я думаю, что твои зрители, может быть, знают, что на первой встрече в начале военных действий вот с этими олигархами, так называемыми, не люблю это слово, да, предпринимателями, буквально на второй день или на третий день, он же первую фразу какую им сказал, мне 4 человека рассказал. Я же вам говорил, они у вас все отнимут, а то санкции, по сути. Я же вам говорил, это вот дословно, я же вас предупреждал, деньги суда, а вы мне что? Маржа, независимость, судебная система. Вот у вас все отняли, я вам говорил. Понимаешь? И они там сидят, переглядываются, говорил. Понимаешь? Вот эта история. То есть, еще раз, правда в глазах смотрящих. И плюс на это все ложится пропаганда, которая тотальная. Вот она тотальная, да, умелая. Она умелая. Люди понимают, что есть крючки, за которые надо цеплять. Вот сейчас Курская область, ну ничего, вроде бандиты зашли. Ну, как Путин говорит, это же бандиты, их надо просто вышвырнуть оттуда. Ну, как территория России, Курская область. Ну, как-то так. Это уж про Донбасс можно спорить, там между собой там люди спорят. А про Курскую область никто между собой не спорит. Знаешь, какой был предыдущий, последнюю фразу «взрыв патриотизма»? Дрон по Кремлю. Дрон по Кремлю. Ну вот напали. И это отравляется все вот этим бесконечным потоком таким цензурированным, раз мы говорим про это, пресса, где нет никаких споров, нет возражений, споров нет. А почему так случилось-то? А что случилось-то? Да напали. А что случилось-то? Да взяли и напали. Случилось-то, почему напали-то? Да захотели и напали. Эти жидобандеровцы. Олег, скажите мне, пожалуйста, а вот во сколько журналистов работало уже, когда вы были главным редактором в «Собеседнике»? Ну, порядка 8. То есть вас мало было совсем. Вы выпускали раз в неделю, Это да? вместе с редакторами. С редакторами. А Да. редакторов было сколько? 3. Сколько? 3. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, но они все остались без работы или нашли себе работу? Кто-то нашел себе работу по продаже кормов для животных. Кто-то нашел себе работу в виноводочном магазине.
Некоторые, правда, вот как-то вот еще на гонорарах перебиваются, разные издания пишут, тоже созваниваемся, а вот сюда я буду, если напишу, не стыдно, смотря что напишешь, собственно говоря. Ам, Были случаи, когда людям просто отказывали сначала. Да, 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 все хорошо, класс, мы тебя знаем, все, потом на следующий день, блин, извини, ну, все, ставка закрыта или что-то такое. То есть разные поводы отговорки. С этим сложно. С работой по профессии в России, ну, поскольку журналистики практически не осталось, да, швах мне вот показывали списки, ну, если интересно, чем Мгм. заменяется собеседник в местах лишения свободы? То есть, как бы не секрет, что да, мы правозащитники, там, и, там от партии «Яблоко» были кампании по подписке политических заключенных на собеседник. Вот, поскольку теперь такой возможности нет, подписываются на газету «Версия» и на газету «Мир новостей». То есть читательский интерес ушел сюда, ну, то есть как бы тут по качеству понятно, что там будут люди читать, ну, хотя бы не парламентская газета, да, соответственно, устроиться на работу по профессии в России в бумажную газету а, практически невозможно, на сайты тоже существуют какие-то там боязнь связываться с теми, кто так или иначе имел отношение к инагенту. Вы инагент не в личном качестве, да? Я Вы не в инагент. личном качестве, я не в личном качестве, и вот поскольку вот когда нас признали иноагентами, юридическое лицо, вот это был, да, действительно большой удар, потому что лично я ожидал, что просто отнимут лицензию, а в данном случае пострадали и газеты, вот, которые входили в холдинг, в издательский дом, который, ну, там детские издания тоже признали иноагентами, да, Кроссфорды. А, а, Большой удар был для тех, кто работал там и никак не имел никакого отношения к политике. И сейчас, по сути, из журналистского коллектива вот в редакции остался я один, остальные как-то еще устроились, поскольку вот изначально мы все-таки планировали, ну, рассматривали разные варианты продолжения работы. Это либо там отказ от части, ну, за какую-то финансовую составляющую от части издания, их перепродажи, чтобы было что-то можно сдавать, или там с маркировкой иностранного агента издавать газету, но как показала практика, взаимоотношения с партнерами, это невозможно. То есть мы сейчас не можем вернуть долги за газеты, проданные еще лет. Потому что, как бы это, ну, потому что, ну, многие боятся просто какие-то финансовые отношения иметь с иноагентами. То есть это оказалось невозможно. И вот сейчас я единственный из творческого коллектива в редакции остался, и буквально вот еще несколько дней на этой должности я нахожусь. А у вас есть какие-то предложения? Предложений нет. Предложений Мгм. нет. Я, честно говоря, сам их пока еще не очень строю, поскольку я не знаю, ну, боюсь строить планы на несколько дней вперед, потому что я не знаю, что завтра там придет в голову Путину. Но работу вы, Олег, сделали очень хорошую. Ну, Понимаете, вот надеюсь, это это было та не работа, зря. которой можно гордиться и детям показывать. И вы будете показывать детям, вы говорите, что когда уже все убежали практически, и когда уже всех закрыли, я оставался один, и я делал классное издание. И его все смотрели и ждали каждый, и смотрели на ваши обложки, и говорили: Господи, какой же мужик молодец. Так что я все понимаю, но вы сделали классную работу. Спасибо. А, да, Андрей, вот Ельцин-центр пригласил к себе Нину Хрущеву, которая написала книгу о Никите Хрущеве, о своем прадеде. Ну, она внучатая племянница Хрущева. Нет, она, так сказать, Я... она внучка, но она правнучка. Нет, она по Слушай, прямой. не путай меня ради бога. Ну, Она неважно, по внучка, прямой. правнучка. Собственно, она по Внучка прямой слэш правнучка. правнучка, да. Да. Значит, ее сначала, ей заказал это издание АФК-система, которая выпускала серию, которая выпустила замечательную книгу Никиты Петрова и одну, и вторую Ежов и Серов.
А потом они отказались ее печатать, и Алексей Андропов, у него Венедиктов Андропов. и Андропов, Санкт-Петербург, да. да. Ну, менее хорошая, кстати, книжка. Ну ладно. Но, да, вот, но опубликовал ее Алексей Венедиктов. Просто взял и опубликовал. И тебе не снесли голову, да, Алеш? Ты Никак. живой? Наоборот, Никак. наоборот, мне звонили и говорили, а у тебя нет с автографом книги? Люди, которые выходили из Боровицких ворот. Я говорю, ща подвезем. Ты чего? Хорошая книга, все это понимают. Да, 3 тиража вы сделали, да? Да, 3 3 тиража. тиража. Да, еще немного Вот. осталось, но немного. Но это очень смешно было, потому что одновременно, значит, все это ее начинают Нину травить, да, там сначала в телевидении, там Соловьев и компания, вот, и одновременно с этим люди узнают из Соловьева лайв, что есть книга Нины Хрущевой. Это, а где, что находится? У Венедиктова. Звонят мне и говорят, слушай, по старой дружбе, отложи, Я говорю, да, сейчас пришлю, там, сколько тебе надо. 5 экземпляров я дарить буду. Это все люди политизированные, да, все эти люди. Ну, потому что она хорошая. И, конечно, когда она улетела в Ельцин-центр представлять книгу, а потом оттуда, значит, приходят новости, я так, честно говоря, так и не понял, что там до конца произошло. Вот. Но не удивило. Вот это меня интересует. Вот ты говоришь о том, что угроза, да, окей. Я услышала, что как только какое-то издание или какой-то интерес есть в элитах, опасно, столько раз уже говорили о том, что такие режимы падают от раскола, что Кириенко в это уже поверил, и сразу, значит, хлобысь и по жопе. Ну, или там почему там. Но тут почему? Вот какая логика? Ну, Андрей начал говорить. Андрей, давай. Какая логика, Андрюша? Стоит она у меня вон там. Да, так, вон ты не возбуждай во мне контролирует. зависть, пожалуйста. Зависть Стоит. во мне не вызывай. Я еще не читала ее. Я Хорошая книгу Навального книга, ждала месяц. Чрезвычайно добросовестный, во-первых. Во-вторых, там много личных воспоминаний, объективно написано. Она не выгораживает, так сказать, своего прадеда. И тем она ценна. Они там выделены курсивом. Здесь все всего боятся. Вот у нее должна была быть презентация там, в магазине «Москва». Стали говорить, значит, в магазине «Москва», что им позвонили, что были какие-то угрозы. Может, были, а может, врали просто. На всякий случай. Лучше не надо. Сейчас все всего здесь страшно боятся. Если происходят какие-то клубные значит, обсуждения, о них никто не говорит, они не анонсируются. Там, не знаю, Дима Травин, да, так сказать, автор нескольких таких научно-популярных важных книг, он не иноагент. Совершенно. Ну, вот его вышибли из Европейского университета. Значит, где-то Вышибли? где-то люди устраивают эти самые. Но это уже, так сказать, как-то ему было неловко, но сейчас это уже совсем не секрет. Потому что про закон много. Подожди, там сейчас ректор Волков, да. который называет силовое предпринимательство. Ну, я не знаю, по каким мотивам, но я думаю, что, так сказать, судя по тому, что отменяются там довольно часто его, так сказать, Димины выступления или там презентации книг, а где-то не отменяются. Вот опять все зависит от людей, конкретных людей. А что так можно было? А вот здесь отменили у него, а здесь говорят, а давайте мы у нас проведем. В Москве, в Петербурге, так сказать. Вот он приезжает, проводит презентацию, приходят люди. И немало. Вот. Есть еще там, я не знаю, работает фаланстер, слава богу, да, где, так сказать, чего только не купишь. Конечно, книги иноагентов сейчас, так сказать, не продают практически, только на маркетплейсах. Но на маркетплейсах это можно купить. Вот и с Ниной это такая вот похожая история, да, ну, кто-то чего-то испугался. Нет, и можно я возражу? От американка. Можно я возражу? Потому что на самом деле есть чего пугаться. Сейчас расскажу историю, которая в том же магазине «Москва» случилась за 3 недели до нее. Там была презентация книги, вы будете смеяться, Зельфиры Трегуловой, бывшего куратора Третьяковки, про новое искусство. Значит, пришло 3 человека в форме СВО, как бы в СВО, и начали прорываться туда с криком, что вы нам тут маразматическое искусство. В общем, эвакуировали, значит, был вызван ОМОН, который не приехал. Значит, Зельфиру выводили через черный ход, потому что они и на улице стояли. Да, по Третьяковке, по искусству. И понятно, что
Да, ну, прервали вот эту презентацию. Презентацию такую отменили. Более того, приходят люди, которые берут книгу и смотрят. Андрей Колесников, а что это он у вас тут лежит? Что это вы продаете книги Колесникова? Он же враг народа. Говорят они в магазине. Реально. Реально. Дальше они начинают звонить там Емпольской, Хинштейну. Да? Они активисты, защитники. И магазины предпочитают книжные, так же, как с собеседником, не связываться. Ну, не связываться. Что это у вас на обложке там? Навальный, Яшин? Киоскерши говорит, да боже, да упаси бог, да больше никогда. Эта история как раз более серьезная, потому что она еще и снизу. Потому что эти отравленные люди, это не просто какой-то бюрократ, который решил на всякий случай, да, или там директор книжного магазина, или там, не знаю, кто еще, директор клуба или Ельцин-центр. Приходят реальные люди в камуфляже, все эти вот, да, и говорят, а что это у вас тут это самое? А полиция не приезжает. Я знаю несколько таких случаев в Москве. Алеш, это, конечно, разрешенное Да не протест. спрашивают они разрешения, понимаешь? История в том, что это атмосфера. Если бы власть хотела бы прекратить... Можно. Да, если бы она хотела... Мы с тобой помним, когда сначала качали националистов русских, потом, когда решили на себя взять эту националистическую риторику и перестали, то всех их взяли и посадили. Всех до одного посадили. Да. Еще раз. Эта атмосфера им просто нельзя. Не можно, неправильно. Не можно, а не нельзя. Ничего не будет. Да. Потому что мы защищаем честь Но власть это может в одну секунду прекратить, конечно. В одну секунду. Могут, ну никто. А кто прекратит? Лейтенант полиции? Кто? Они же у себя. Ну, штурмовики. Что это нельзя. Мы с тобой все это читали. Штурмовики тоже были полезны, пока были полезны. А потом их вырезали. Так что это уже понятно, как работает это в таких режимах. Но это очень важно с точки зрения отравы населения. Мне кажется. Потому что все сваливать только на бюрократов, да, что вот они решили, и все. Это неправильно, потому что есть инициатива снизу. Она есть. В основном они есть. Самоцензура страшнее цензуры. Если цензура дает импульс страха, а дальше все сами. Во всех сферах, от издательской до киношной, до любой. Абсолютно. Я уж не буду рассказывать, как из кино вырезали. Ну, если вы помните, когда Примаков развернул свой самолет над Атлантикой, после этого был замер Левадов. И вдруг, значит, те, кто еще вчера были западниками, значит, начали показывать кукиш Америки. История с памятником российскому солдату, советскому солдату в Таллине. Замер. Кто главный враг России? Эстония. Еще там что-то, Грузия и так далее, и так далее. В России очень общественное мнение чрезвычайно двигается, низовое. Двигается за тем, что говорят сверху. Как бы не сказать что-то против батьки. Все-таки, Андрей, я хотела все-таки услышать, вот я не понимаю, какая логика выпустить книгу Хрущевой, издать ее 3 тиражами, убедиться в том, что никому, что Венедиктов живой, никто ему по жопе не дал, не повесил, не отобрал у него микрофон, ничего не случилось. После этого пригласить Хрущеву в Ельцин-центр, где всем управляет, значит, господин Юмашев и госпожа Татьяна Юмашев, ну, во всяком случае, Юмашев в Москве, значит, да, и после этого отменить. Это кто? Вы полагаете, это Ельцин-центр отменил выступление Хрущевой, это екатеринбургские власти решили подстраховаться, или пришла команда из Москвы? У него презентация, Алексей, должна была быть в московском этом самом или в Екатеринбурге? Нет, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Да, в Ельцин-центре. В московском это совсем невозможно. Вот в том-то и дело. Откуда? Понимаешь, я пытаюсь понять логику. Вот все-таки при советской власти была логика. Мы понимали, что все, кто не готов кричать «Слава КПСС» и великий, мудрый и замечательный товарищ Брежнев, пошли, значит, в известное место. Не член партии, ты примерно туда же. Там 5-й пункт, ты там же. Но я хотя бы было понятно. А вот здесь какая логика?
Ну, внешне нет никакой логики, но, во-первых, то, о чем говорил Алексей, это могут прийти, и этого заранее, так сказать, боятся любые организаторы, тем более, что как бы Нину раскрутили они сами, как врага народа. И почти гарантированно какие-нибудь казаки, ну, условные, да, так сказать, там, или, так сказать, как называется, неравнодушные граждане могли появиться Мгм. запросто. Так что сейчас уже это как бы понятно, потому что это раскрученное имя, раскрученный сюжет и раскрученная книга. Ее чуть ли не АФК-система собирается издавать, я не знаю, Алексей, наверное, лучше знает. Да. Нина говорила, что они решили вернуться к вопросу об издании после вот этого всего. Кстати говоря, это же всегда вот такого рода как бы скандалы, они возникают каким-то странным образом. Та же книга Андропов, упомянутая, да, написанная Никитой Петровым, ее стали чекисты друг другу дарить, потому что книга красивая, на мелованной бумаге, тяжелая, хороший подарок. А потом они ее прочитали и поняли, что там написано не то, что они хотели бы прочитать. Там были руководства. Никакой он не гений всех времен и народов, все наоборот. И как бы возникли проблемы там в самой серии некоторые там, ну не знаю, так сказать, об этом тоже рассказывать, наверное, смысла нет особого, но то есть здесь все работает вот на каких-то вот таких вот срывах, после которых невозможно что-то делать. Вот, в том числе проводить презентации книг. Так что здесь на самом деле То есть никакой пока тайны. стройной системы нет. Думаю, что нет. Пока это все Хотя ad так. потому что за всем не уследишь. Есть, как бы, так сказать, презентация книг довольно, наверное, интересных и важных, которые, ну, считаются узкопрофессиональными, например, да. Хотя сейчас любую книгу можно прочесть под углом зрения аллюзий и найти эти аллюзии очень легко. Но, тем не менее, что-то еще возможно. Даже Андрюш, как... ты можешь себе представить, чтобы Орвел 1984 лежал в Москве 1984 года? Нет, а сейчас лежит, но его активно читали. Это уже был лидер продаж 22 года. Ну, люди прочли, поняли, что, как бы, так сказать, рыпаться некуда. Ну, хорошо, едем дальше. Ну, а что можно? Приспосабливаться, уезжать. Кто-то уехал, кто-то приспособился, кто-то продолжает работать. Орел продолжает лежать, иногда продаваться. Иногда видно, что люди продолжают его читать. Ну, хорошо, вот мы туда попали. Ну и что? Что дальше делать? Непонятно. Эзотерику читать, карты Таро там и, так сказать, все такое прочее. Хорошие книги выходят переводные, ну, с точки зрения литературы, там, да, жизнь здесь теплится, и вот эти вот претензии, там, условно, так сказать, Геннету по поводу того, а как вот можно, вы представьте себе, чтобы Ремарк публиковался в нацистской Германии. Ну, не то же это самое. Не то же самое. Нам здесь эти книги все нужны, мы их хотим читать. Правда, Геннес теперь из магазинов тоже убрали, потому что на него налепили, значит, вот эту штуку иностранный агент. А он был другом Петра Вайля. В российской газете пишется ностальгический текст про Петра Вайля. Мгм. Значит, они были друзьями Довлатова. А Довлатова здесь не отменяют, его здесь как бы издают. Памятник стоит на улице Рубинштейна. То есть здесь пока еще все-таки плита, она опускается, 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 но она не до конца опустилась, тоталитарная. Потому что нет идеологии. Есть Была бы идеология. Да нет. Есть идеология категорически. И без нее бы вообще, так сказать, ничего бы не было. 22 24 февраля бы не было идеологии. Но это другая тема, хотя и близко. Да, да, это мы можем отдельно по этой теме подискутировать. Олег, у вас, мы завершаем уже передачу, и так мы немножко затянулись. У вас, вы хотите что-то еще добавить к сказанному? Ох, только слов все непечатные. Так, пропустили, так. Ладно. Ну, вы Ам, знаете слова, которые мы не знаем. Я думаю, у собеседника с лишением лицензии, ну, у сайта, ладно, бог весть. Закрытие газеты у нас есть год, мы взяли паузу для возможности возобновления выпуска. То есть в течение года, если подать заявку в Роскомнадзор о том, что
издание временно приостанавливает свою деятельность. У нас есть год до того, чтобы по законным всяким основаниям отняли лицензию. То есть до сентября 2013 года собеседник как бы еще в подвешенном состоянии таком висит. Но на самом деле все это грустно, потому что печатной журналистики, ну, наверное, журналистики вообще не в России не осталось вообще. А, То, что лично я вижу, уже больше напоминает отход от журналистики, классической журналистики в сторону пропаганды. Как с одной, так и с другой стороны. А Журналистика как таковая, вот я прекрасно помню, когда мы собирались в 2011-2012 году, у нас в здании собеседника в офисе собирался Коалиционный совет оппозиции, одно заседание в том числе было, и главный редактор, который был передо мной, Юрий Пилипенко, тогда еще Диме Быкову говорил: ты же понимаешь, что вот как только вы придете в власть, мы будем вас критиковать просто нещадно, будем про вас расследование и все остальное. Дима там очень захохотал с удовольствием. Вот это и есть журналистика. Сейчас журналистикой заниматься практически невозможно. Критиковать либо тот фронт, либо другой, ты становишься врагом и для тех, и для других. Мы старались держаться как-то вот в журналистских рамках. У нас были интервью и с оппозиционерами, и с политзеками, с иноагентами, и с депутатами, и с Сергеем Степашиным у нас было во время боевых действий. У нас было первое большое интервью с Виктором Бутом, когда он вернулся из Соединенных Штатов. А мы старались вот, ну, по возможности быть объективными, ну, в силу этого времени. А других таких изданий теперь больше, на мой взгляд, не осталось, я могу ошибаться. Но это так, журналистика медленно умерла. Видите здесь логику? Ну, она еще не сформировалась, логика власти. Она еще в процессе. Мы видим вектор, мы знаем, к чему это приведет. А конкретная логика конкретного действия, ну, это все детали, потому что мы видим прекрасную тенденцию, и в ближайшем будущем, ну, честно говоря, для журналистики ничего хорошего не вижу. Для журналистов, да, поскольку такое время, на самом деле, рождает очень много классных журналистов. Такого количества журналистов вот 10 лет назад классных, ну, наверное, все-таки не было. Так что, если будет время для возрождения журналистики, поводы, то будет кем возрождаться. Ну что ж, на этой оптимистической ноте можно вполне заканчивать этот весьма печальный эфир. Алексей Венедиктов, Андрей Колесников, Валерий Ралдугин. Мы говорили о российской цензуре, о логике российской власти по части запретов и о том, как убили газету «Собеседник». Спасибо всем большое. Нашим зрителям еще раз напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. А так услышимся через неделю. Пока-пока.